Друзья, буквально минуту назад закончилась у меня конференция с прекрасной Ксенией из фандома Феникс. Мы очень много чего интересного обсудили, и сейчас то, о чем мы говорили, вы увидите в нашей сегодняшней передаче. Поэтому приятного просмотра. Поговорим про Билборд, Да, потому что Димаш там делает большие успехи. Пока что да, не на первом месте, но второе место и 10 недель уже, 11-я неделя, да? Когда песня да. находится на высших местах. В десятке же все время, да? Или было В время, когда... десятке Fly Away находится, да, все время. Мы эту песню всячески поддерживаем. Как можем, с теми силами под Новый год мы со всеми фан-клубами с Gears договорились, что до конца года мы поднимем на максимально высокие позиции Fly Away Be With Me. Мы это сделали, поднялись обе песни на первое и второе место, что в недельном чарте, ну, не в недельном, 7-дневно за 7 дней, что в ежедневном мы больше недели держали первое место для Fly Away. Это было очень тяжело, это было очень, особенно учитывая, что было 31 декабря, 30-31 декабря, потом было 1 января, филиппинцы, мы думали, что проснутся, но вот нам очень повезло, мы все-таки с СБ-19, как во времена Friday Livestream, ноздря в ноздрю вот так шли, но, конечно, когда уже филиппинцы с B19 вышли и BTS вышли уже с праздников, с каникул, конечно, они очень сильно активизировались, прям молодцы, такие ребята собрались, причем при этом SB19, надо дать огромное им должное, что Айтин, это фанаты SB19, когда резко вырвались впереди всех и даже обогнали BTS, они писали твиты, что «Dears, fighting, деритесь, вы давайте, вы все можете!» Им скучно без борьбы им, да? Они, да, СБ-19 все-таки бойцы самые настоящие, такие же, как и мы, собственно говоря, как и BTS, но это уже такое немножко личное соревнование между нами и СБ-19, но их твит о том, что «Dears, fighting, мы верим в вас, вы можете», сказали СБ-19, делая 900 тысяч твитов в сутки 900 тысяч твитов, это очень много, очень много. Они, конечно, молодцы, все молодцы, но надо сказать, что бы хотел в первую очередь акцентировать на чем внимание, о том, что Billboard Hot Trending Songs — это не соревнование в первую очередь, это живой чарт общения. То есть здесь самое главное не первое, второе, третье место, здесь самое важное — это ротация песен, это рассказы об артисте, именно это привлекает внимание. То есть здесь первое место — это не цель в первую очередь. Потому что все-таки этот Hot Trending Songs рассчитан на общение в режиме реального времени, тем более, что Billboard, в отличие от начала самого вот этого, организации этого чарта, сейчас идет в режиме онлайн-времени. Каждые 15 минут обновляется полностью весь график, то есть мы видим, сколько было сделано твитов действительно в режиме реального времени. И это очень важный момент, потому что раньше обновлялся этот чарт только раз в сутки, раз в неделю заходили новые песни, сейчас это в режиме реального времени, мы видим, о чем реально говорят в Твиттере, и это очень интересно. На самом деле суть чарта была именно в этом, и это классная вещь. Вот я честно могу сказать, это просто обалденно, когда ты видишь, что бац, заходит песня Майкл Джексон «Триллер», которая 85-й год выпуска, которому уже 30 лет практически, и как выясняешь, что вот BTS решили поговорить о том, что альбом их артистов занял первое место, так же, как вот альбом Майкла Джексона. И эти песни появляются в Billboard Hot Trending Songs тут же, буквально через 15 минут. И мы видим в режиме времени, о чем говорят в Твиттере. Это очень интересно. Это, на самом деле, такая возможность очень уникальная, мне кажется. И большое огромное спасибо Billboard и Twitter за то, что они решили сделать вот такой вот совместный тандем. И это огромная возможность для всех, конечно, для артистов, у которых новые клипы, новые видео, о которых говорят поклонники, это, конечно, очень важно, это дорогого стоит. Если бы это было бы соревнование, было бы прям соревнование, такое серьезное соревнование между фанатами, то я думаю, что мы бы выиграли, фанаты... Да, я думаю, что... я думаю, что BTS заняли бы первые 18 строчек, а потом BTS, наверное, SB19 и мы, потому что фанаты BTS, конечно, молодцы. Вот на самом деле, те, у кого стоит поучиться тому, как нужно болеть за своих артистов, как нужно учиться продвигать, и прям вот жить тем, что продвигать творчество, это BTS, SB19 и Димаш, мне кажется. Это на самом деле фандомы, которые доказывают свою силу, доказывают свою преданность артисту, доказывают то, что они хотят продвигать и показывать творчество своих артистов в первую очередь.
Особенно в свете того, что какая фан-база у BTS, конечно, это дорогого стоит, то, что мы все вместе находимся, мы друг друга все уже знают, мне кажется, в Твиттере. Очень маленькое такое пространство, вроде бы большая соцсеть, но маленькое очень пространство. Мы друг друга уже там все знаем. B19 нас, мы их, BTS нас. Ну, в общем, какое-то невероятное чувство, когда ты находишься в другом конце земного шара, у тебя артист, который не живет в Америке и не участвует в Америке в номинациях, но при этом мы все вот так все вместе фандомами, мы понимаем, что от нас что-то зависит в этом случае. Потому что, как правило, Billboard основан на продажах на территории Америки. То есть это Hot 100, Hot 200, Global 200, это все продажи в Apple Music на территории Америки. И Hot Trending Songs — это единственный чарт, помимо Social 50, это премия Billboard, основанная на упоминаниях в соцсети Twitter. Твиттер, в Инстаграм, Фейсбук. И там, конечно, всегда BTS занимает первое место, они всегда лидеры. Вот, нам пока туда, к сожалению, мы туда не попадаем, к большому сожалению, пока что еще, но будет наше время. И Hot Trending Songs — это единственный чарт Billboard, в котором мы на самом деле присутствуем очень хорошо, очень активно. И если вы видели, мы заводили в шапку Billboard, это вот над графиком вверху шапочка такая вот розовенькая, в ежедневном графике, там все хэштеги, самые упоминаемые в Твиттере по разделу «Музыка». И когда мы хотим завести какую-то песню, мы о чем-то твитим для трендов, для того, чтобы рассказать об этом в Твиттере, пойти в тренды, эти тренды появляются, собственно говоря, в шапке Billboard. Это Димаш Амиратер, это Digital Show One Year, это Димаш We Are One и все в том же духе. Все, что мы заводим в Твиттере в тренды, это все появляется в шапке Billboard. Это, конечно, тоже такая доска объявлений своеобразная для Gears. Так что мы там вот присутствуем. Сейчас мы также попали в World Music Awards, в их твиты, потому что они уделяли очень много внимания Hot Trending Songs и его результатам. И вдруг неожиданно под Рождество католическое 25 декабря они выпустили твит об Аве Марии, который мы завели в тренд в 11 странах в мире совместно со своими фан-клубами. Мы вышли в тренды в Твиттере. И оттуда, собственно говоря, World Music Awards взяли песню Димаша «Аве Мария», написали просто умопомрачительный твит о том, что английское невероятное исполнение Димаша «Аве Мария». И этот твит попал везде, во все их соцсети, в Facebook, где 3,5 миллиона тысяч подписчиков, в Instagram 300 тысяч подписчиков, в Twitter 350 тысяч подписчиков. Это все попало именно туда. И, конечно, это был отдельный твит именно для Димаша, и, конечно, это невероятное, честно говоря, событие, потому что мы артист, который не присутствует вообще в World Music Awards, постоянно у них в ротации, постоянно они, получается, следят за их творчеством, какие-то отслеживают тренды в Твиттере и постоянно смотрят за тем, что же там новенького, интересненького. И Димаш уже, я думаю, на смаху. Скоро мы завоюем весь мир. Этот момент наступает. Ну, получается же, действительно, вот Hot Trending Songs — это чарт, который показывает, который вот сейчас на данный момент самые такие на слуху артисты, самые на слуху песни. Да, если сравнивать его, вот, например, с MTV Friday Livestream, получается, MTV Friday Livestream — это такая была школа, а сейчас уже, получается, институт, или с чем можно вот так сравнить? По сути, да, Friday Livestream был в первую очередь такой школой для Gears, потому что мы тогда не знали Twitter совсем. И только на Friday Livestream, благодаря тому, что мы практически год там пробыли, и если бы, конечно, не эта площадка, не вот это голосование, мы бы до Твиттера дошли бы очень не скоро. Мы бы начали его осваивать именно сейчас для Billboard Hot Trending Songs. И начали бы этот же самый путь, но уже, когда бы мы до него дошли бы, это уже бы, сами понимаете, сколько прошло бы времени. Можно сказать, что да, Friday Livestream был для нас такой вот школой жизни. Мы думали, когда она закончится, она стала очень грустно, потому что ежедневно, мы же в 24/7 в графике в Твиттере, вот это все, да. Постоянно график, что, где, кто, сколько натвитил, сколько мы натвитили. Ты неделю ждешь, ты понимаешь, что либо сейчас мы первое место, либо второе, мы понимали, мы уже знали, когда выходили в Friday Livestream, в ночной эфир, мы уже знали, на каком мы месте по результатам голосования, мы понимали, на каком мы месте примерно по твитам, мы понимали, на каком месте мы выходим уже в эфир, и когда мы 3 часа, напомните, это request Димаш, 3 часа, то есть мы, конечно, все равно очень боялись, потому что
могло повернуться всяко разно, могло повернуться как угодно, но самое главное то, что мы понимали, с чем мы выходили уже на само шоу непосредственно. У нас уже были в руках данные, сколько было у твитов у СБ-19, сколько было у Араши. Мы видели попытки Араши делать все то же самое, что и мы. Вот эти практически весь практически год мы друг за другом все наблюдали, мы друг у друга учились чему-то, на ошибках, на всем остальном. Мы друг за друга подглядывали, и это было, конечно, столько воспоминаний, столько, когда, знаете, празднуешь какой-то Новый год, вспоминаешь, что было хорошего в этом году. Вот в этом году я вспоминала именно Friday Livestream, потому что это необыкновенное событие в нашей жизни. Во-первых, оно объединяло очень много дирс, тех, кто хотел именно Димаша видеть на первом месте. Во-вторых, это доказало, что мы можем больше, намного больше, мы можем сильнее, выше, организованнее, мы можем сделать все ради Димаша, все именно ради этого. Поэтому нет преград, нет никаких стен, нет ничего. Есть цель, мы к ней идем. И вот мы здесь, и вот теперь про нас пишут про Димаша, пишут, наконец-то, интернет-издания, пишут очень значимые интернет-издания. Также, что очень важно, на этой неделе у нас появилась статистика по NetBias Guide. Это интернет-портал, который занимается сбором статистики по соцсетям. То есть это упоминание тегов, это Димаш Official, упоминание хэштегов, всего остального. И Димаш занял по итогам января занял второе место после SB19 по упоминаниям тега аккаунтов в Твиттере. И это тоже огромный результат. То есть это говорит о том, что мы на самом деле на верном пути именно в Твиттере. И это, как мы и говорили с самого начала, это идеальная площадка для продвижения творчества именно Димаша и для того, чтобы о нем рассказать, для того, чтобы показать всю красоту его творчества, потому что в Твиттере тренды Твиттера, которые непосредственно формируются ежедневно, они очень важны для музыкальных порталов, для музыкальных изданий, для таких как World Music Awards, для таких как Billboard, для Forbes. Димаш же 5 раз был на обложке твита Forbes. Это же, да. Причем он был там тогда, когда там были потрясающие фотографии. Кто-то из Дирс есть в Forbes. Признавайтесь, кто это? Мне очень интересно, потому что там потрясающие фотографии, очень красивые, одни из самых любимых всеми Дирс. И причем Димаш находился на обложке твитов не тогда, когда он был на первом месте, тогда, когда было 5-е место, 4-е место. И это очень важно, что такие авторитетные издания поддерживают интерес друг друга именно к музыкальной индустрии. Это ведь говорит о том, что музыкальная индустрия интересна таким изданиям, как Forbes, как World Music Awards и все остальные. И на самом деле это очень важно. Мы когда вот это все начиналось, мы даже не ожидали такого эффекта, не ожидали, что так может сложиться, так будет, и Forbes писать, и World Music Awards будет писать Димаша, и всякие разные всевозможные издания. Это, конечно, для нас это все в новинку. Мы очень рады за Димаша, очень рады, что мы смогли способствовать тому, что о его творчестве все-таки потихонечку узнают и сразу же интересуются, потому что, конечно, у Димаша есть что показать. Не важно, что он не занимает пока что первые строчки в Hot 100 и Hot 200, мы все равно нашли, как о нем рассказать в Твиттере. Ну, это, наверное, дело времени же, да? Да, вот это дело времени, да. Я видел, что Димаш в Твиттере отвечал, и благодарил, Да. А какая-то еще была, может, реакция, которую он неофициально, может, что-то отправлял, какие-то благодарности? Да, это его присутствие сразу же видно в Твиттере, там бывает довольно часто. Он был также 16 января в Твиттере, это видно по определенным действиям на его странице, по лайкам, которые он ставит в фан-клубам и тем, кто поддерживает его творчество. Их немного, но они есть, тем не менее. 16 января в том числе Димаш был в Твиттере, и он заходит туда регулярно. Поэтому все, кто по нему соскучился, все срочно в Твиттер, срочно писать красивые твиты, прикладывать прекрасные видео. Это все там нужно, и Димаш обязательно увидит. И особенно те, кто не могут найти его в Инстаграм, да, сейчас? Да, обязательно все приходите в Твиттер, потому что Димаш там бывает очень-очень-очень часто, чуть ли не ежедневно. Я даже не знаю, может быть, раз в 2-3 дня, но в Твиттере он находится постоянно. И это заметно. Димаш в Твиттере все время. А я помню, когда был MTV Friday Livestream, и тогда было довольно тяжело, потому что голосования эти ночные были из-за разницы во времени. И
вот я помню, что уже когда под конец, когда уже закрывался MTV Friday Livestream, Кенни сказал, что все, там, я так больше не могу. А, В общем, и так, ну, такая была немного напряженная атмосфера внутри Dears. Да. Все были чуть-чуть уставшие. А вот сейчас как? Вот мне кажется, что сейчас как-то все это легко происходит, и всем нравится заниматься вот тем, чтобы вот размещать твиты, обсуждать, потому что, во-первых, это весело, а во-вторых, дает вот такой хороший Мгм. результат. Вы знаете, это поначалу, когда вот только Hot Trending Songs появились, и мы только начали писать, конечно же, тонны любви Дирс, которые непосредственно в каждом из нас есть, кто пишет в Твиттере, она была выплеснута буквально за пару месяцев, наверное. Мы написали Fly Away, Be With Me, все, что мы, все, что мы могли, все, что мы знали. Сейчас мы уже придумываем немножечко такие облегченные какие-то твиты с подсказками небольшими, чтобы было легче ориентироваться, легче писать. Мы разрабатываем очень много стратегий всевозможных, очень интересных каких-то викторин для того, чтобы наши вот эти вот обсуждения имели вес и не были пустыми какими-то. И когда мы начали писать для трендов «Ава Мария», конечно, мы перестали писать «Fly Away, Be With Me» на некоторое время, потому что это требует отвлечения внимания Дирс на Ава Мария, потому что когда ты начинаешь писать для трендов, соответственно, время уходит на написание твитов про Ава Мария. Я вам могу сказать, что когда Дирс переключились на другую песню, этот неиссякаемый поток любви в тройном размере активизировался на Ава Мария. Потом мы начали писать про Миротер, про Стрэнджер. То же самое. Нам постоянно нужно говорить о чем-то новом, о каких-то новых песнях, о новых шоу. Хорошо, что Димаш дает очень много поводов для обсуждения. Постепенно все хочется новенького. Это нормально, что хочется новенького. И тем более творчество Димаша не ограничено. Оно настолько разнообразное, разноплановое, что есть о чем рассказать. Про каждую песню. Вот, например, сейчас Димаша будет 22-23 января на японском телевидении ТВ-версия Иканайды, которую он исполнял, просто, ну, не то что гениально, это какая-то новая версия, это какая-то новая песня. Каждый раз слушаешь ее, огромный. Мы сегодня проводили опрос в группах, и с фан-клубами общались, и эта песня, она затронула очень многих. Очень многие хотят мне писать, хотят мне рассказать, и мы будем обязательно песню Иканайды выводить в тренды Твиттера, обязательно будем об этом писать, очень много говорить. Это новое вдохновение, это такая, знаете, небольшая не передышка, но новое дыхание, второе дыхание, третье, пятое, десятое, когда ты берешь любую песню Димаша, и ты как будто ничего не писал до этого, и сразу хочется написать столько всего грандиозного, невероятного, совершенно разные слова подбираешь, и не знаешь, даже не понимаешь, откуда вот это вдохновение. Сколько можно говорить об этом человеке и его творчестве, мне кажется, нескончаемо, и вот даже я до сих пор не могу остановиться и говорю. Слушайте, мне кажется, так что это наше. вы сейчас прям как мы. Мы же тоже Да. каждый день вдохновляемся Димашем. И действительно, вы Да. правильно говорите, что ну, постоянно нужно что-то новое придумывать. Да. Это довольно легко. Перематываешь на пару лет назад, включаешь любую песню Димаша, и это работает. Кстати, Да. вот песня, которая будет на японском телевидении, Иканайде, она же, ее же снимали китайские Да. операторы, и именно поэтому, мне Да. кажется, она так нравится всем. А у меня такой вот вопрос, а если бы китайские Dear смогли вот принимать участие в Твиттере, вот в этих MTV, какой бы был тогда результат, как вы думаете? Я думаю, что во Friday Livestream мы бы, скорее всего, заняли бы первое место гораздо быстрее. Вот для нас, допустим, для Российской Федерации Твиттер — это очень странная соцсеть была. Согласитесь, мы в Твиттер попали только благодаря Friday Livestream и Димашу. Да. Мы в основном находимся в Инстаграм. А на самом деле люди в Твиттере живут, они общаются, они смотрят на тренды, они общаются в трендах, открывают обсуждения, говорят. И на самом деле это очень влиятельная соцсеть. Facebook и Twitter — это две самые влиятельные соцсети в мире. Это очень важно присутствовать именно там, это важно для артистов, для их продвижения. И когда я вижу твиты, вышедшие в тренды Твиттера, в мировые тренды Твиттера, самое главное, мы находимся в региональных трендах Твиттера, а ARMY выводит своих BTS, выводит в мировые тренды Твиттера. Это с днем рождения участников, это здоровье ребятам. Я понимаю, какая-то колоссальная поддержка для ребят. Это огромный стимул работать дальше, потому что такое количество людей их поддерживает. Огромное количество людей. Я думаю, что... И когда мы видим в трендах Твиттера
именно те капсы, те хэши, которые пишем мы вы поздравляли Димаша с Новым годом, это вышло в тренды Твиттера региональные. Мы выводили песни, его участие в Токио Джаз, много чего выводили в тренды Твиттера. И когда ты заходишь в актуальные темы, видишь с днем рождения Димаш, с Новым годом Димаш, это такое счастье, ты понимаешь, что проделана огромная колоссальная совместная работа со всеми, и ты видишь результаты ее в трендах, ты понимаешь, что вот Димаш, может быть, зайдет, может быть, он тоже это увидит. Может быть, он тоже зайдет и тоже увидит, что его поздравляют там с Новым годом. Особенно вот сейчас, когда у него нет Инстаграм, временно, я уверена, что разберутся и аккаунт восстановят, но пока мы максимально стараемся сделать все, чтобы вывести в тренды все, что с ним связано, все события из его жизни, потому что это действительно очень важно. И когда-нибудь, я надеюсь, Димаш зайдет в Твиттер, вдруг нажмет кнопочку «Актуальная», там лупа небольшая внизу, и увидит «We are one, Димаш!» и все остальное. Я уверен, что это не за горами. Да. И вот хотел еще напоследок спросить, а если вот кто-то сейчас смотрит вот нас и думает, так, а я тоже вот хочу научиться, вот я не умею ничего, но хочу вот в Твиттер, они же могут к вам обратиться? Да, конечно, обязательно. Спасибо вам большое за то, что вы каждый раз в каждом видео даете на нас ссылки. Обязательно, если вы хотите научиться правильно твитить, пройти регистрацию в Твиттере, писать очень много и красиво о Димаше, обращайтесь в Phoenix Twitter Dears. Мы есть в Instagram, в Facebook, мы есть абсолютно везде. Так и забивайте Twitter Dears, вы нас сразу же найдете. У нас учебный центр, мы обучаем, как правильно твитить, как проходить правильную регистрацию, что делать для того, чтобы у вас не было банов, вы могли совершенно спокойно все писать твиты, участвовать во всех наших флешмобах, во всеех наших трендах, во всем, чем только можно. Не обязательно для этого вступать в наш фан-клуб. Мы работаем как учебный центр, учебное заведение, высшее учебное заведение для всех. Дирс, мы всегда открыты, у нас хорошая школа, у нас определенная группа, есть испаноязычные, есть англоязычные, есть русскоязычные. Мы работаем во всех. Если вы хотите научиться правильно твитить, просто нажмите Twitter Dears в Instagram, либо Phoenix в Twitter, вы попадете к нам, и мы вас научим обязательно, и вас в том числе. У нас также есть день открытых дверей. Также мы не так давно сделали день открытых дверей для всех дирс, кто желает прийти к нам обучиться, посмотреть, как мы работаем, как мы учим, как мы вообще построена работа в Фениксе, что такое твит и как происходит работа, именно организованная работа в группах для того, чтобы достигать результата. И если вы хотите посмотреть, как работает Феникс изнутри, приходите к нам на экскурсию, записывайтесь, мы обязательно вас включим в нашу группу, покажем, как мы работаем, что вообще такое Феникс изнутри. Вы сможете познакомиться с нашим фан-клубом, посмотреть, как все это происходит. У нас очень дружный коллектив, очень дружные девочки, мы друг друга очень поддерживаем, общаемся. Мы целый день говорим о Димаше, о Твиттере, о твитах, твитим, все это написано в твитах, и вот это вот 24/7. И обязательно приходите, это очень интересно. Правильно? На разных языках, да. Да. Ну, главное ваше желание. Угу. Ну, а если вдруг вот зрителям, если они заинтересовались, но вдруг скажут, нет, вот мы не хотим вступать, мы хотим вот наблюдать, то мы, может, для этих зрителей, если они напишут комментарий, мы сделаем, может, раз в неделю или раз в 2 недели передачу вместе с Ксенией и будем вам рассказывать, какие там обновления есть, что можно сделать, как можно помочь Димаше. Поэтому напишите в комментариях, друзья. Вот. Желаем Димаше поскорее забраться на первую строчку. Потом вы сказали, ход 100 надо, да? Вот я себе записал. Надо ход 100. Да, ход 100 по 200, social 50, да. Говорят, что если вот какое-то желание или мечту записать на бумагу, то это точно сбудется. Вот я себе написал. Да. Поэтому обязательно. Теперь это только вопрос времени. Да, нужно в начало лунного календаря обязательно это желание записать еще раз, проговорить его, и тогда оно обязательно сбудется. А лунный календарь... Поджигать и потом... Да, привязывать девушку к шарику и пускать в небо. И это надо еще, по-моему, в лес, да, на опушку 3 раза вокруг себя? Нет. А сейчас уже по-другому, да? Ну, я понял. Сейчас уже по-другому, да. Нужно придумать стих, выйти куда-нибудь на открытое пространство, этот стишок прочитать, для того, чтобы сбылось ваше желание, взять по кончику шарика, привязать вашу записочку с вашим желанием, обязательно прочитать этот стишочек, выпустить гелевый шарик в небо, и ваши желания сбудутся. Но, очень важно, здесь еще один маленький момент. Для этого надо вступить в Феникс, да? Да.
вступить в Феникс, написать это в твитах, а после этого можно на бумажку и в небо. И обязательно Феникс все это осуществит. Круто. Спасибо вам за прекрасную беседу. Спасибо Я вам большое. надеюсь, что вместе, общими силами мы Обязательно. поможем Димашу, поможем, чтобы все в мире знали о нем. Да, это будет очень скоро. Пойдемте писать бумажку.